Мужчины изменяют в трех случаях. Мы сегодня с вами поговорим о мужских изменах, и мы, конечно же, будем рассматривать измену в контексте того, что измена является кульминацией кризиса в отношениях. Вот так не бывает, знаете, что все прям благополучно в отношениях, идеально, и бац, и измена. Почему этот вопрос вообще важен? Потому что когда женщина сталкивается с мужской изменой, как правило, кроме того, что тут такое большое количество очень сложных эмоций, тебе еще и непонятно, что здесь происходит. То есть тебе сложно понять вообще, на каком я месте, на каком я свете. А почему так происходит? Потому что, во-первых, известие об измене, как правило, сопровождается таким появлением большого количества высокоинтенсивных эмоций. То есть это как бы эмоционально очень неприятно. Женщина из рационального поля переходит в эмоциональное поле. То есть здесь как-то логически рассуждать, как бы оно и не предполагается, что человек может сильно там логически что-то рассуждать. А вторая важная вещь это, что когда тебе изменили, то ты вдруг понимаешь, что я же этому человеку не могу больше доверять. То есть, если 2 минуты назад, до того, как женщина узнала об измене, у нее была идея, что вот я нахожусь в отношениях с мужчиной, могу с ним, если что, там что-то ему задать вопрос, он мне ответит, я могу ему доверять, можем что-то прояснить, и вот все это заканчивается, и у меня есть куча вопросов, вообще нет на них ответов, я из-за своей эмоциональности не могу никак даже вообще понять, собрать гусей, в чем здесь дело, я не могу вообще понять, почему эта измена произошла, и как бы выяснить нигде не могу. То есть, в таком случае, когда женщина находится вот в этих сложно переносимых высокоинтенсивных эмоциях, еще и как бы ей непонятно, почему это произошло, в голову могут приходить эти вот самоедские идеи. Наверное, я его там не удовлетворяла, там, не знаю, в сексе, или, наверное, нашел себе моложе, красивее, лучше, или там, я не знаю, какие-то начинаются такие идеи, которые, они, опять же, нелогичны. Как правило, когда проходит время, женщина понимает, что как я могла вообще так думать, это, вроде как, с чего бы я так думал, оно нелогично. Но в этот момент вот эмоциональной боли, именно такие мысли в голову приходят. Так вот, чтобы вы не занимались этим самоедством, мы сегодня разберем 3 группы причин, что такое может происходить в мужчине, что это может приводить его к измене. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 3 причинах, почему мужчины изменяют. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая причина, почему мужчина может изменять, это эмоциональный голод. Ситуация, когда мужчина внутренне чувствует себя таким обесцененным, не знаю, отвергнутым, непонятым. И это, в принципе, может никак не быть вообще связано с тем, что женщина его как-то отвергает. Вот такой пример. Скажем, мужчина звонит своей женщине, она, на звонок не отвечает и ему не перезванивает, потому что она на работе. И, например, у женщины так это выглядит, что, она так привыкла, что если мне кто-то звонит, с близкий, я ему потом уже его вечером все равно дома и так увижу, чего ему перезванивать. У нее такая система ценностей, такая привычка, такая рабочая какая-то этика. Она так привыкла, она так и поступает. А мужчина попадает в какую-то свою там травму из предыдущих отношений, из детства, что вот я звоню, мне не отвечают, и потом даже ничего не пишут в ответ, что я вроде чувствую себя отвергнутым. Проблема мужчины здесь в том, что он не говорит о том, что он здесь вот ранился, что была уязвлена его какая-то потребность. Он же мог бы сказать женщине, что послушай, ты вот когда я тебе звоню, ты мне, я понимаю, что ты можешь быть занята, ты мне хотя бы чуть позже, хотя бы какой-то смайлик присылай, или хоть что-нибудь такое, вот, чтобы я понимал, что это, тогда я не буду чувствовать себя каким-то вот таким отверженным. Да, я понимаю, что может быть это моя какая-то излишняя эмоциональная такая чувствительность, но вот так есть, я бы так хотел. Если мужчине сложно об этом говорить, а надо понимать, что у нас в обществе мальчиков воспитывают, что нужно сопли не распускать, эмоции свои подавлять, нужно не жаловаться, нужно делать все самому, все сам. И вот получается, что может быть, что мужчине сложно говорить о своих эмоциональных потребностях. Он оказывается в ситуации эмоционального голода, потому что он там где-то где-то что-то недополучил, тут недополучил, нигде сказать об этом женщине прямо не может. И вот тогда его как-то туда ведет в сторону измены. Потому что, понимаете, во-первых, любая измена это такое что-то с огоньком, с адреналинчиком. Во-вторых, мы когда вначале с другим человеком сближаемся, вот повышенный уровень такой тревоги, волнения, в принципе, опять же, адреналина, он может как-то эмоционально так наполнить. То есть мужчина здесь в отношениях недополучил, потому что не может в диалоге прямо с женщиной говорить о том, что ему важно. И вот он идет в какие-то новые отношения, там такая вспышка, эти отношения разрушаются, и постоянно из-за того, что невозможно выстроить стабильные нормальные отношения, мужчина как будто бы обречен на то, чтобы разрушать отношения, которые могут идти куда-то туда, в сторону таких длительных и здоровых, и как-то перескакивать с одной женщины на другую. Вторая группа причин, почему мужчины изменяют, это страх близости и стабильности. Дело в том, что у нас есть 2 таких основных невротических радикала. Это тревожный и депрессивный. И выглядит это так, что мы в принципе живем в таком диапазоне между страшно и скучно. То есть мы стараемся через выстраивание
стабильных, прозрачных, длительных отношений получить какое-то ощущение, опять же, стабильности, предсказуемости, какой-то безопасности эмоциональной. То есть это такие вещи, которые добавляют нам стабильности, но если этого слишком много, то мы можем испытывать чувство скуки. Если у человека, скажем, у мужчины ярко выражен тревожный радикал, он не проработан, то когда мужчина находится в стабильных отношениях, когда он понимает, что вот эта женщина, она мне действительно вроде как подходит, вроде бы как у нас с ней все серьезно, и это все может как-то все надолго так вот развернуться, это начинает его пугать. Потому что, понимаете, если я нахожусь в отношениях, которые вот длительные, то у нас здесь возникает определенная такая совместная память. Грубо говоря, если я свою женщину обижу, рано или поздно я могу что-то сказать, что ей будет неприятно, то мне потом придется признать, что я ее обидел. Например, если я как-то некрасиво поступил действительно. Мне нужно будет как-то выровнять наши отношения, нужно будет как-то извиниться, и мне вот нужно будет как-то, в общем-то, соприкасаться к такой, нехорошей части себя ради этих отношений, если они для меня важны. И, это никуда не денется, это невозможно забыть. Если же я понимаю, что я в отношения так захожу ненадолго, то если, предположим, так получилось, что я как-то поступил некрасиво, что я как-то обидел свою женщину, то можно с этой женщиной закончить и начать новые отношения, потому что просто так это будет такое сериальная какая-то моногамия. То есть я вроде бы как в серьезных, стабильных отношениях, но коротких, только до конца этой серии. В таком случае бывает, что мужчина, он торпедирует длительные отношения, как только они становятся, знаете, похожими, что вроде у нас все хорошо. Вот бывает так вот, как бы женщина говорит, что только у нас все наладилось, только все хорошо, и тут эта измена вообще на пустом месте, с чего, вообще непонятно. Именно потому, что все наладилось, и именно потому, что все было хорошо. Третья группа причин, почему мужчина может изменять, это если у мужчины есть потребность в нарциссическом подтверждении своей значимости. Знаете, женщины бывает описывают, что вот мы с этим мужчиной, когда начали встречаться, он меня так завоевывал, он так красиво ухаживал. Это было такое вообще, что-то у меня аж сердце закатывалось, как это было красиво все. Как он вообще меня добивался. Это просто какие-то подвиги совершал. Конечно, приятно женщине уже из своего какого-то нарциссического расширения думать, что это потому, что я заслуживаю такого отношения. Конечно же, это потому, что я так долго натерпелась, и вот наконец-то оно ко мне пришло. На самом деле, часто бывает так, что мужчина через вот это вот завоевывание женщины, через ее впечатление получает очень много такого нарциссического подтверждения своей значимости. То есть, если вы понимаете, что вы находитесь с мужчиной, который, неважно, насколько ярко у него выражены нарциссические черты, но вот это свое нарциссическое расширение он получает не через работу, не через заработок, не через свое увлечение, не через, какие-то свои социальные круги, а через впечатление женщин, в частности, вы были той последней, которую он впечатлил, то будьте готовы, что когда ему понадобится это впечатление еще раз, а вы же не можете каждый раз, как в первый раз на него смотреть, то он пойдет куда-то дальше. То есть, грубо говоря, когда мужчина знает, что я могу вести себя красиво, я могу произвести впечатление на женщину, такое, что женщина прям будет без ума от счастья, то ему становится это чем-то таким важным. И если это единственное, чем он нарциссически как-то подпитывается, то тут просто измена — это вопрос времени. Поэтому, к сожалению, не всегда, когда мужчина ярко и красиво ухаживает за женщиной, это какой-то гарантия его серьезного отношения или гарантия стабильных отношений в дальнейшем. Бывает так, что мужчина ухаживает не потому, что ему так нужна эта женщина, а потому что ему так важно получить наилучший результат эмоциональный от нее и вообще-то то, что он красивее всего умеет делать. Как я уже и говорил, когда женщина сталкивается с мужской изменой, это сопровождается, как правило, появлением таких высокоинтенсивных эмоций. Вообще непонятно, что здесь происходит, много растерянности, часто бывают эмоциональные качели. То люблю, то убью, то все будет хорошо, то, я не знаю, жить не хочу. То есть ситуация, когда совершенно непонятно, что дальше делать. Если вы чувствуете, что вам нужна опора, вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, и мы с вами работаем. Дело в том, что когда женщина узнает об измене, у нее обычно фокус внимания тут же сужается на той другой женщине. Она думает, пытается в голове прокручивать, обсмаковывать эти подробности этой измены, обстоятельства, начинает думать о мужчине, и ты не можешь перестать об этом думать, хотя на самом деле тебе нужно думать о том, что тебе дальше делать, о том, что с тобой происходит, о том, на что ты можешь опереться, что у тебя в жизни вообще происходит, кроме вот этой неприятной вещи. То есть фокус внимания сужается, и ты полностью теряешь себя, полностью теряешь свое хобби, работу, детей и прочие вещи. Все эти сферы, они как будто бы кажутся незначимыми. И вот это застревание в теме измены — это вещь, которая может
как бы приносить такой вторичный уже дополнительный вред. То есть женщина просто исключается из жизни, только размышляя о том, что же там происходило, пытается как бы разобраться в ситуации, в которой у нее просто нет инструментов разобраться. Поэтому в таком случае, конечно, нужен специалист извне, чтобы как-то помочь в этом разобраться. Если вы сталкивались с изменой, у вас был такой неприятный опыт, можете поделиться им в комментариях. Помните, что комментарии публичные, поэтому так пишите то, что может для вас быть безопасным. Но с другой стороны, чем больше вы дополняете мое видео, тем оно становится более полезным для тех людей, которые позже его смотрят и читают в том числе ваши комментарии. Я вам всегда благодарен, когда вы делитесь своим опытом. Если вам эта тема понравилась, ставьте лайк. Я смотрю, сколько лайков набирает какое видео, и стараюсь записывать продолжение именно к этим видео в первую очередь. Также, чтобы не потерять меня, подпишитесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.